Зачем разделять жидкий навоз на твердую жидкую фракцию? Зачем заниматься этим? В чем выгода, экономия, в чем преимущество, в чем снижение затрат и в чем получение прибыли? На сегодняшний день среди наших действующих объектов, это более 650 хозяйств, кто-то разделяет навоз, и он прав, а кто-то не разделяет навоз, и на самом деле он по-своему тоже прав. Давайте постараемся разобраться в деталях, в чем является экономия или затраты, или прибыль. Мы схематично представили вот в стаканах навоз, как он выглядит. Да? Для ферм КРС и свинокомплекса выглядит примерно одинаково. Да? То есть это поверхностная корка, это твердые составляющие, шерсть, непереваренные составляющие корма, подстилка, подстилочный материал, опилки, солома и так далее. Некая жидкость, жидкое органическое удобрение, жидкость фаза навоза, которая составляет примерно 70%, от 50 до 70%, 70% на свинокомплексах и 50% на фермах КРС. И, естественно, донный осадок. Это твердые составляющие с плотностью более 1200 грамм на метр кубический. Это мелкодисперсные твердые составляющие, которые непосредственно падают сразу на дно. И при этом, как правило, 80% данных составляющих обеспечивается гидравлическое расслоение на поверхностную корку и донный осадок буквально за 2 часа после того, как навоз поступает в навозонакопитель. Дальше твердый осадок уплотняется, корка начинает высыхать. Это неразделенный навоз в лагуне. Как будет представлять, что из себя будет представлять отделенная жидкая фракция? Отделенная жидкая фракция, как правило, имеет твердые составляющие не 8-6%, как неразделенный навоз, а всего лишь 1-2%. Это твердые составляющие, которые равномерно распределены по всему объему жидкости. То есть жидкая фракция, она без явных остаток корки, без явных остатков донных осадков. Итак, представлена навозонакопитель на ферме КРС после 5 лет эксплуатации без разделения. Это наш клиент Красный Восток Агро, у которых более 8 ферм на территории Татарстана. Мы туда приехали после того, как они через 5 лет сказали, мы не можем откачать навоз из лагуны. Как это происходит, да, и почему это образовалось? Давайте разберемся. Да? Чтобы забрать все твердые составляющие, которые распределены в навозе, нужно их без разделения перемешать, перевести в гомогенную составляющую. И при этом это нужно делать интенсивно и достаточно часто. Вот здесь мы на календаре обозначили, что для поддержания исключения слеживания и максимальной гомогенизации желательно хотя бы 2 раза в месяц обеспечивать перемешивание. При этом, так как концентрация навоза является достаточно высокой, особенно на ферме КРС, это порядка 8%, то гомогенизация, перемешивание требуется со всех сторон и желательно 2-3 системами перемешивания, либо стационарными, либо мобильными. Более подробно мы систему перемешивания будем рассматривать в следующем, как говорится, семинаре, который будет примерно через полчаса. Кто заинтересован, приглашаем. Жидкая фракция при этом, так как она лишена большего количества твердых составляющих, легко гомогенизируется. Но важный момент, ее также нужно перемешивать. По той причине расслоение имеет место быть, но перемешивание осуществляется только перед откачкой. Здесь функцией осуществляется гомогенизация перед внесением, чтобы азот, фосфор, калий распределился непосредственно по всему объему жидкости равномерно. Как представлена система разделения, да, и без разделения? Вот рядышком, да, лагуна с жидкой фракцией навоза и с неразделенным навозом. По технологии после фермы КРС или свинокомплекса имеет
резервуар, после которого идет напрямую. Что требуется при работе неразделенного навоза? Вроде упрощаем процесс без сепаратора, без цеха разделения, но мы не забываем, нам нужно интенсивное перемешивание. При этом производительность шланговой системы снижается примерно на 30-50% в зависимости от концентрации навоза. И чем мы хуже перемешиваем, выкачивая просто жидкость, как делают несознательные контрактники без перемешивания, они откачали жидкость, оставили вам твердую составляющую, сказали, в следующий раз перекачаем. В следующий раз у вас концентрация будет уже не 7-8%, а 10%. 10% уже не качается по шлангу. Поэтому нужно забрать опять воду, твердую составляющую оставить. Через 5 лет лагуна полностью иммобилизируется твердыми составляющими от низа до верха. Да? Но при грамотном перемешивании все-таки это можно перекачать, мощность шланговой системы. При этом длина перекачки лимитирована примерно 3 километрами одной насосной станции. Причина потери давления. То есть перекачка на большее расстояние потребует дополнительного насоса бустерной станции. Тогда мы можем поддерживать производительность 250-300 кубометров в час. Потому что при производительности меньше 120 кубометров в час экономическая рентабельность на внесение будет существенно низкой. По той причине, что техника едет по полю, потребляет ГСМ, есть оператор, операторы перемешивания и так далее. Но производительность, скорость внесения очень низкая. Поэтому нельзя экономить в данном случае на бустерном насосе, повышая производительность. Снижая сроки внесения, что важно, особенно в весенний, осенний период. Осенью много осадков, нужно быстренько успеть, пока сухо. А весной агрономы перед посевом требуют внести максимально возможный объем для снижения затрат на минеральное удобрение. То есть мы не забываем, что навоз – это ценное органическое удобрение. Для сравнения, система с разделением навоза – все то же самое, только установлен так называемый домик с сепаратором, с цехом разделения, который отделенную жидкую фракцию направляет в лагуну. Здесь уже картина меняется. Шланговая система, производительность увеличивается, требуется меньшей мощности насос, той же мощностью насос качает дальше. Рукава шланги работают, как говорится, в менее интенсивном, как говорится, периоде, потому что меньше твердых составляющих. И, соответственно, внесение происходит в агрономические сроки. Перемешивание, как я говорил, требуется только перед процессом внесения. И самое главное, концентрация навоза меньше, объем внесения существенно увеличивается. А также дополнительно обеспечивается возможность внесения жидкой фракции в период вегетации по кормовым травам. То есть сколько у нас укосов обычно в период? Вы сколько раз косите? 2 укоса, да? В южной части тоже обычно 2-3 укоса. Почему это так обеспечивается? Потому что недостаточно удобрений, недостаточно влаги. Все клиенты, которые вносят у нас жидкую фракцию в период вегетации, они косят плюс 1-2 раза. Потому что вы вносите... Если я вас понимаю абсолютно, у нас есть клиенты, которые в Сибири находятся, да, в том числе в Красноярске, в Оренбурге, в Челябинске. Здесь нужно смотреть выгоды, да, то есть возможность, то есть в период вегетации, если достаточное количество влаги и удобрений на 3-4 день, как правило, вносится, более интенсивно растет. Например, в Челябинской области, там в варианте, да, то они получили после внесения навоза, период вегетации, в том числе добавления, то есть результат, урожайность плюс 28% сразу. Здесь они даже по зерновым культурам обеспечивали. Зерновым, когда период именно в июне месяце. То есть они вносили после посева? Да. Или перед посевом? И перед посевом, и в период вегетации. Как они это
Подведем небольшой итог, то есть этот вопрос я отмечу, чтобы показать решение. Разделенная жидкая фракция, кроме того, как имеет меньше концентрацию сухих веществ, выдерживается навоз не нужно не 12 месяцев, а снижается в 2 раза по жидкой фракции. Это по РДПК, по нормативам. При этом снижается санитарно-защитная зона и уменьшается количество накопителей по той причине, что объем. То есть вы сразу же снижаете капитальные затраты на лагуны. Меньше объем, меньше время выдерживания и, соответственно, лагуны требуются в меньшем количестве. При этом не происходит заиливание лагун и снижается интенсивность запаха, потому что запах идет от гниения твердых составляющих на дне и корки, которая, соответственно, выделяет сероводород, аммиак, которые обеспечивают запах. Твердая фракция. Что представляет из себя твердая фракция? Это высококонцентрированное качественное органическое удобрение, либо подстилка для коров, которая используется для подстилки, при этом она биологически безопасна от возбудителей болезней, потому что вся микрофлора родная для животного, да, за счет своей невысокой концентрации и в случае использования подстилки твердая фракция подсушивается в специальном биореакторе, где после чего она может впитать 1 килограмм подстилки, может впитать 300-400 мл жидкости. То есть гидрофобные способности гораздо выше, чем у опилок и соломы. Абсолютно верно. При этом солома она не впитывает, она распределяется внутри, да, связывает. Но если мы нажмем, ну или, как говорится, ляжет корова, то обратно все в шерсть пойдет. Твердая фракция впитывает внутри, то есть она гидрофобит полностью в себе. Ты не можешь выдавить механически. И это можно показать на примере фотографий наших действующих хозяйств. Для разделения требуются достаточно простые машины, шнековые сепараторы, то есть с основным действующим оборудованием, то есть это шнек, сито, планетарный редуктор с приводом, мощность всего лишь 4-5,5 киловатт, который перерабатывает от 20 до 35 кубометров в час. Это среднестатистические машины, которые мы эксплуатируем. При этом работает полностью в автономном режиме. Чем отличается цех разделения от неразделенного навоза? У вас в любом случае в предлагуннике для перекачки в лагуну требуется установка миксера и насоса. Это статический. Устанавливается просто сепаратор, который будет отделять твердые составляющие либо на биореактор, либо в качестве органического удобрения, которое мы возим на дальние поля, тем самым сокращая расстояние до шланговой системы. Нам не нужно длинную шланговую систему, потому что на ближайшее мы вносим жидкую фракцию, и тем более, если мы вносим в период вегетации на кормовые травы. Жидкая фракция может распределяться по лагунам как насосом, так и самотеком, потому что сепаратор, как правильно, установлен над землей. Мы рекомендуем 2 типа зданий. Это надземного типа и наземного типа. Чем они отличаются? В данном случае используется дополнительный шнековый транспортер, который является выгрузкой в транспортную платформу. Здесь данное решение лишено дополнительного узла, который может, естественно, выйти из строя и ограничивает работу системы в автоматическом режиме. В холодных регионах мы рекомендуем зашивать этот участок со всех сторон, чтобы телега, которая стоит внутри, не подмерзала. При этом дополнительный обогрев помещения не требуется, только внутри цеха разделения, потому что сам нативный навоз имеет температуру порядка 20 градусов даже в холодное время года, и тем самым он нагревает окружающий воздух. Еще раз, чтобы вы не забыли, неразделенный навоз, жидкая фракция. Кто что выбирает, да, то есть по мне это очевидно. Давайте посмотрим в деньгах и в количестве, и в объеме, да. Мы возьмем ферму примерно 3500 дойного стада, либо свинокомплекс мощностью 54 тысячи голов, да. В среднем получается по году 130 тысяч кубов
навоза. Да, если мы без разделения, то весь объем уходит сюда. При этом концентрация 95-92% зависит от типа навоза. Если мы разделяем на фракции, то в зависимости от типов, то примерно 10% уходит в твердую фракцию. Но концентрация сухих веществ у нее существенно снижается. Выдержка неразделенного навоза нужна в течение года, чтобы удобрение пришло в азот, фосфор, калий, минерализовался в так называемую усвояемую форму. Нитрат-нитритный азот, который не улетучивается, а усваивается растений при разложении твердых составляющих именно непосредственно в почве. Жидкая фракция, так как лишена большего количества твердой фракции, которая идет на компостирование либо на подстилку, лишена данной функции, поэтому здесь так называемая минерализация, обеззараживание требует существенно меньшего времени. Твердая фракция, даже если мы ее не используем на подстилку, то на полевых площадках мы не рекомендуем делать большую площадку непосредственно около фермы. Можно возить и оставлять твердую фракцию у дальних полей. Поэтому она компостируется без дополнительной переброски, без дополнительных каких-либо внесения каких-то компонентов, соломы, опилок, то есть нативно, потому что она оптимальна для компостирования с содержанием влаги. Примерная площадь требуемой площадки при полевых либо при фермерских хранилищах, то есть это 4500 квадратных метров, 0,5 гектара. Это совершенно незначительный объем. Давайте посмотрим с жидкостью. Да? То есть если у нас, как правило, у нас часто клиентов задают вопрос, сколько нам лагун строить? Мы говорим, чем больше, тем лучше. Почему чем больше, тем лучше? Потому что они чем больше количество, тем они меньшего объема, тем легче перемешать, и тем у нас удобнее циклограмма по внесению. Посмотрите. Во-первых, мы посмотрим по неразделенному навозу. Если мы используем для данного свинокомплекса или фермы КРС, то нам нужно делать 3 лагуны достаточно большого объема. Если 4, объем навозонакопитель снижается, и общее количество навоза, объем навозонакопителей снижается. За счет чего это происходит? Какие-то лагуны мы наполняем, какие-то мы выдерживаем, какие-то мы выносим на поля. За счет большего количества накопителей, естественно, их и построить меньше лагуны гораздо проще. И по стоимости, за счет снижения объема, по стоимости количество пленки, это идентичный параметр. Мы готовы показать вам сметы и сравнить. Но самое приятное, это при разделении жидкой фракции. Смотрите, сколько нам нужно навозонакопителей для неразделенного навоза и для жидкой фракции. Если у нас 6 лагун, как мы рекомендуем, 5-6 лагун для больших комплексов минимально, то каждая лагуна не будет превышать 20 тысяч кубов. Ее легко перемешать, и мы оптимально работаем. Выдерживаем, выносим. У нас циклограмма обеспечивает. И самое главное, смотрите, существенно снижается общий объем. Практически в 1,5 раза. А это сразу экономия 20 миллионов рублей только на строительной части плюс материя. С пленкой имеется в виду. Как видно на видео, то есть твердая фракция достаточно сухая, рассыпчатая. Это лагуна с неразделенным навозом, это накопитель с разделенным навозом. И дальше уже внесение, вот жидкая фракция, соответственно, вносится в поле. Как мы называем, система биокомплекс. Комплексная система переработки и утилизации отхода. Мы сторонники комплексного подхода для решения для наших клиентов. От разработки технологии, подготовка рабочего проекта, защита с клиентом наших результатов, чтобы не было как у Райкина. Пуговицы. Претензии к пуговицам есть? Нету. К рукавам претензий есть? Нету. А костюмчик-то не сидит. Вот чтобы костюмчик сидел,
работайте с нами, мы вам сделаем оптимальное, как говорится, оборудование, которое будет непосредственно и по длине, и по производительности. Мы защитим результаты, какие нужны для вас. Мы работаем во всех регионах России, при этом гарантируем поставки запчастей со склада. То есть мы не возим ничего под заказ, то есть все поставляемое нами оборудование имеет любые запчасти в наличии на складе. А сервисные бригады позволяют оперативно реагировать как на вопросы монтажа, эксплуатации, так и ремонта и обслуживания. Для планового предупреждения ремонта и обслуживания у нас есть сервисная база, которая оперативно может отремонтировать и подготовить к сезону то или иное оборудование. Мы можем всегда продемонстрировать наши объекты действующих клиентов для того, чтобы вы убедились в эффективности наших решений. Наше решение – ваша прибыль.